Hi everyone, с вами Ева Лурман, и в этом видео мы поговорим, как правильно окрашивать волосы. Этот ролик относится не только к профессионалам, это будет полезно знать и всем людям, которые в принципе окрашивают волосы. Что такое окрашивание тон в тон? Тон в тон — это если вы имеете свою, например, натуральную базу 5.0 и хотите покрасить тоже 5 с чем-то. Это может быть также 5.0, может быть 5.6, 5.7, но все равно это 5, это ваш цвет, цвет ваших волос. Это называется окрашивание тон в тон. Давайте начнем с бытовых вариаций. Мы, обычные люди, не знаем никаких понятий, в парикмахерском деле не разбираемся. Пришли в какой-нибудь магазин, Лента, Магнит и так далее. Купили тюбик краски L'Oréal и видим свой цвет или уровень тона вам подходит, вам нравится, классно, классно. И вы приходите домой, бросаем сумки и начинаем красить волосы. Потому что для многих окрашивание волос — это как новая жизнь. Ты такой покрасился и решил, что все, больше старой жизни не будет, все теперь по-новому, все. Счастье нам улыбается, солнце светит по-другому, и все прекрасно. И так оно и есть на самом деле. Как покрасишься, как с тебя вроде что-то сыпалось, и ты такой весь новенький, только что народившийся. Поэтому окрашивание волос — это такая целая процедура или даже ритуал. Ты ожидаешь от этого чего-то нового, волшебного, ты молодеешь прям буквально на глазах. И молодцы, правильно, это так оно и есть. Вот цвет волос, он реально омолаживает людей, если вы правильно подобрали этот цвет. Но сейчас не об этом. Вопрос в том, что мы побросали сумки и начинаем красить волосы. При первичном окрашивании мы все, по сути, делаем правильно. Мы просто берем и наносим всю краску практически на всю длину волос, распределяя ее от корней и до кончиков. То есть замечательно себя намазали, выдерживаем определенное время, которое указывает производитель. Все правильно. Отлично. Пошли, голову помыли, народились по новой, красивые, улыбаемся. Завтра новый день и новая жизнь. А потом проходит месяц, и мы видим отросшие корни. И мы ждем такого же ощущения и такого же результата. Мы также хотим пойти купить эту краску, также срочно нанести ее на волосы и опять почувствовать ощущение новой вехи в нашей жизни. И мы повторяем это же действие, что мы делали в первый раз. Наносим на корни и распределяем по всей длине волос максимально, чтобы краска дала нам максимальный эффект. И получаем результат, в принципе, может быть и неплохой, но неправильный. Дело все в том, что вторичное окрашивание волос нужно делать по-другому. Это при условии, если вы купили эту же краску, то есть вы покрасились этим цветом, вы запомнили этот тюбик, оторвали вот эту картоночку, пошли с этой картоночкой в магазин, нашли эту краску, ее купили и пришли радостные краситься. При этом условии вы должны запомнить, вторичное окрашивание волос — это другая процедура, не такая, как первая. Вторичное окрашивание – это окрашивание только отросшей прикорневой части волос. И что дальше? Мы должны нанести на корни краску, выдержать 25-30 минут, а затем сэмульгировать эту краску по всей длине. То есть мы должны пойти в ванну и намочить волосы вместе с этой краской, нанести 30 грамм шампуня, все это перемешать вместе с краской и просидеть минут 10, чтобы вот эта краска, которая у нас была нанесена на корнях, она сработала по всей длине. Таким образом вы обновляете цвет без вреда для волос. А какой вред мы можем нанести, если неправильно делать? Мы, если постоянно будем наносить краску по всей длине, мы забиваем цветом этой краски или молекулами этой краски длину волос. Волосы становятся тусклыми. Ближе к концам они вообще становятся какими-то неживыми. Это, конечно, касается очень длинных волос. Средние волосы, ну та же самая картина. То есть, если пользуетесь одним и тем же цветом, наносить надо
только на корни, а потом эмульгация. Таким образом, вы сохраняете здоровье ваших волос. Это очень важно. Молекулы краски не забивают полностью волосы, чешуйки волос. Волос живой, дышит. Проникает туда кислород, там проходят все физиологические процессы, которые нам нужны. Волос блестит и переливается на солнце. Этот пунктик, он касается не только профессионального окрашивания, но и окрашивания обычными красками из масс-маркета. Потому что никто не читает эти все инструкции. Там же в инструкции написано на всех языках мира, как этой краской пользоваться, микроскопическими буквами, что их вообще никто никогда не открывает и не читает. И я полностью согласна с вами, что ты просто там ничего не увидишь. Не то, что там разбираться, там слова просто не прочтешь в этой инструкции. Ну, конечно, эта схема, эмульгация, которую я вам сейчас рассказала, она подходит не совсем всем. О, масло масляное. Не всем она подходит. Почему? Потому что если у вас короткие волосы, то эта схема подойдет, потому что вы наносите краску на корни, и у вас она же сэмульгирует на всю остальную длину. То есть вы ее сможете растянуть во время мытья волос. Если у вас волосы подлиннее, и вы понимаете, что вам на ваше окрашивание всегда уходит 1,5 тюбика или 2 тюбика, вы также их и используете, конечно, да. Тогда логику включаем, мы же понимаем, что надо делать. Мы берем 1 тюбик, используем для корней, наносим на корни и сидим 25-30 минут с корнями сначала, а потом разводим краску и делаем эмульгацию уже новой краской. Понимаете? То есть идем в ванную, разводим краску с оксидом, все как положено. Голову надо намочить. Ну, не так, чтобы полностью что-то смыть, а чтобы, она была достаточно увлажнена. Берем 30, примерно 25-30 грамм шампуня, выдавливаем, вспениваем это все у себя на голове и наносим на всю длину и вообще на всю вот эту кучу волос, на всю массу, вы выражаемся профессионально, конечно, массу волос. Мы наносим вот эту краску, которую мы только что развели. И с этой краской мы должны просидеть 10 минут. Понимаете? Вот какое должно быть. Ого, молоко, ого, рот. Должно быть окрашивание. Тогда мы не забиваем чешуйки волоса. Это очень хорошо для волоса, особенно если вы волосы отращиваете. Волос дышит, я уже повторяюсь. Цвет обновится, будет как новенький. Поверьте, точно вам говорю. Самое главное в этот момент намочить волосы так равномерненько. И то же самое очень хорошо вот это все распределить, эту массу всю очень хорошо намазать на голову и посидеть 10, 15 минут максимум. И смываем, смело смываем. И тогда у вас будет, можно сказать, профессиональное окрашивание волос даже непрофессиональными красками. Плюсы какие мы получим? Мы получим однозначно спасибо, дорогая моя, от наших волос. А если вы еще и постоянно пользуетесь утюжками, там что-нибудь выпрямляете себе, то волос просто пристрадает, потому что вы еще и запечатываете это все, волос горит, нарушаются эти цистиновые связи, в общем, это в профессиональную сторону, может быть, не всем это интересно, но тем не менее, получается очень нехорошо для волос. Такие волосы, если вы вдруг решите потом осветлиться, их вообще практически невозможно осветлить. Тест провел и думаешь, да, легче отрезать, потому что видишь, что никакая реакция осветления там не проходит, все, даже оксид с порошком не может проникнуть в глубину этого волоса, потому что там куча краски, там еще и утюжки. Это все часто, кстати, бывает, поэтому мне хочется как раз опередить эти события и сказать: ребята, давайте
Леопольд, давайте краситься правильно. И тогда наш волос будет благоухать, он будет переливаться на солнце, и вы это увидите сами. Я думаю, даже окружающие вам скажут: вау, что у тебя за окраска? Ты такая думаешь: не скажу. Поэтому я вам вот этот моментик рассказала и желаю вам этих хороших результатов. Делайте, как я вам говорю, и вы увидите, какой будет у вас качественный волос. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман, и до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.